Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся с вами актуальной информацией на 16 октября. Поговорим о том, какой сегодня праздник, что сегодня нужно обязательно сделать, почему сегодня нельзя открывать окно, также почему сегодня нужно положить щепотку соли под порог, какие нужно сказать слова, для чего это нужно сделать и как это поможет привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. И обязательно уделим немножко внимания лунному календарю. Обращаем ваше внимание, что 16 октября достаточно мощный, сильный, энергетически идет день, поэтому используйте этот день себе во благо. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, у нас сегодня с вами народный календарь на 16 октября 2021 года. Итак, сегодня день Дионисия, по-другому называют Денис по-зимней или осенние еще лихорадки. А вот согласно церковному календарю, в этот день верующие вспоминают священномученика Дионисия Регапепига Афинского. В народе по традиции народного календаря 16 октября отмечают День Дениса Позимнего, который назван так потому, что именно сегодня, 16 октября, по народным приметам, часто выпадает первый снег, который напоминает о скорой зиме. Друзья, в комментариях под этим видео напишите, а у вас уже 16 октября и выпал ли снег. Интересно узнать, в каких вы регионах живете. А вот крестьяне верили, что в этот день, в день Дионисия, собирается нечистая сила, которая насылает сглазы и осенние лихорадки. Они ходят по свету, мучая и себя, и других, а также забираются под одежду или, оборачиваясь соринкой, попадают человеку в глаз и мешают спокойно смотреть. Обитают обычно лихоманки в болотах, но довольно часто подлетают к человеческому жилью. По народному поверью от них можно защититься только лишь осиновой корой или же сучком этого дерева, которое нужно постоянно носить в кармане. Если вдруг 16 октября на человека насылался сглаз или порча, то наливали колодезную водицу и смешивали ее со святой. В эту смесь помещали 3 горячих уголька и щепотку соли. После все перебалтывали и сбрызгивали больному спину, ноги и руки, читая особенные молитвы. Считалось у наших предков, что 16 октября на Дениса Позимнего нечисть может заглянуть в открытое окошко и попортить младенца. Поэтому в этот день обязательно закрывали плотно окна, а также проводили особенный защитный обряд. 16 октября знахари избавляли страдающих мигренями от этой проблемы с помощью осинового полена. Они его окуривали разными травами, а после возвращали болеющему, чтобы тот на нем спал в течение 3 ночей. В Денисов день женщины гнали осенние лихоманки из дома с помощью разложенных по всему дому чесночных зубчиков. С этой же целью готовили салаты, в которые добавляли обильно лук. По традиции народного календаря в день Дениса Позимнего проводили обряды, ритуалы, читали определенные заговоры от злых соседей. А вот рожденные в этот день могут быть целителями, у них дар разбираться в силе трав и растений. А вот в качестве талисмана тех, кто родился именно 16 октября, следует носить гранат.
Также наши предки знали и верили, что очень важно знать народные приметы и придерживаться запретов, которые объясняли, что нельзя делать 16 октября в день Дениса Позимнего, поскольку тот, кто их игнорирует, может притянуть к себе и к своим близким большие беды и несчастья. Также 16 октября ни в коем случае не открывайте окна. Через них в дом может проникнуть нечистая сила. А чтобы наверняка защититься от нечисти, в день Дениса Позимнего нужно обязательно разложить на всех подоконниках чеснок и лук, а также полынь. И обращаем ваше внимание, если вы решите провести эту практику 16 октября, то 16 октября в любое время дня или уже вечером разложите на подоконниках чеснок и лук, достаточно по головке. А 17 октября этот чеснок и лук, который вы разложили на подоконнике, обязательно нужно в первой половине дня закопать в землю. И обращаем внимание, что таким образом лук и чеснок заберет в себя весь тот негатив, который был в доме или в квартире. И именно сегодня, 16 октября, чтобы защитить свой дом от нечисти, от злости, от зависти, от любого негатива, посыпьте щепотку соли под порог и скажите такие слова: соль оберегает этот дом. Пусть будет защищено это место, этот дом. Пусть будут защищены те, кто живет в этом доме. Защита работай каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую ночь. Да будет этот дом защищен силой священного закона. Да будет так. А уже 17 октября утром эту соль уберите и закопайте. Лучше всего вы это закопайте, чем отправляйте в канализацию. И обращаю ваше внимание, что именно 16 октября нужно соблюдать особенную осторожность тем, кто давно не был в храме, потому что вам вовсе не рекомендуется 16 октября выходить из дома. Следует находиться не только при закрытых, но и при зашторенных окнах. В день Дениса Позимнего во время разговора с любимым человеком нельзя говорить слово «нет», потому что именно это слово сегодня, 16 октября, может привести к какой-то ссоре, помириться, после которой вам будет достаточно сложно. И есть вероятность даже полного разрыва отношений. Также нельзя 16 октября и смотреться в зеркало. Тот, кто не послушается данного запрета, накликает на себя 40 бед. Также девушкам и женщинам 16 октября не стоит наносить макияж. Также лучше отказаться сегодня от шопинга, походов в салон красоты и места, где вы можете увидеть свое отражение. Что же касается мужчин, то им тоже желательно отложить стрижку и бритье на другой день. Также обращаем ваше внимание, что 16 октября не следует при разговоре с кореглазым собеседником смотреть ему в глаза. Он может случайно сглазить. 16 октября, если это возможно, вовсе лучше избегать общения с людьми с темными глазами. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, 16 октября, запрещено подбирать монеты на дороге, потому что вы таким образом можете остаться без финансов. Найденные деньги нужно оставить на месте, трижды сплюнуть через левое плечо, чтобы никакая не прилипла бедность, а после идти, не оборачиваясь. Не стоит 16 октября, выходя в первый раз из дома, выбрасывать мусор. Вместе с ним вы можете и вынести свою удачу. Его лучше прихватить позже или же вовсе не выносить сегодня, дождавшись уже 17 октября. Также не рекомендуется, чтобы мусор в день Дениса Позимнего выносили одинокие девушки и парни. По народной примете потом их 40 дней могут преследовать всевозможные неприятности и беды.
Вот, друзья, у нас с вами такой народный календарь на 16 октября. Ну, а далее мы с вами поговорим о лунном календаре на 16 октября 2021 года. Друзья, 16 октября, знаете, это один из самых мощных энергетических дней. Энергия, которая сегодня проявляется, нужно направлять только на добрые дела. Сегодня у многих людей могут проявиться огромные интеллектуальные и физические способности. Также может прийти гениальное озарение или, как вариант, творческий порыв. Каждый месяц именно в этот день у человека проявляется так называемая энергия кундалини, которая объединяет все наши чакры и дает союз с всепроникающей энергией божественной любви. Вместе с тем, эту громадную силу, которая проявляется в людях, нужно контролировать и направлять только на созидание, потому что достаточно сильно этой энергии много в людях, и если человек неправильно ее использует, то начинается как минимум ссоры, скандалы, недопонимание, и это приводит как минимум к разрыву отношений. Также это касается и в работе. Старайтесь сегодня больше работать, больше созидать, строить свои планы, то есть свою энергию отправлять в нужное русло. Также сегодня, 16 октября, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Не перегружайтесь и не начинайте никаких новых дел. Также сегодня, 16 октября, избегайте рискованных поступков и авантюрных каких-либо предложений. Также сегодня будьте осторожны с колющими и режущими предметами. Сегодня лучше доводить до конца ранее начатые дела, иначе они могут закончиться не так, как вам хотелось. Сегодня вы можете заняться очищением организма или, как вариант, посвятить время чтению молитвы. Этот день хорош для начала делового сотрудничества, которое будет основано на взаимопонимании. Но в принятии решений сегодня проявите особую осторожность и внимательность. Обращайте внимание, если у вас 16 октября падают ножи и вилки, знаете, эта судьба говорит об опасностях, которые вас окружают. А вот люди, рожденные в этот день, обретают для себя все новые источники энергии. Также многие обращаются к ним за помощью как к источнику сил. Часто такие люди имеют достаточно тесную связь со своими предками и получают от них силу и возвращают их долги. И сегодня многие из вас, тех, кто рожден в этот день, полюбят поездки и туристические походы, а также командировки и путешествия. Обращаем ваше внимание, что энергии в этот день уже будет предостаточно. Соответственно, мы можем ее направлять на созидание и на те процессы, которые нам нужны для жизни. Если у вас в этот день намечаются ссоры, скандалы, выяснение отношений или вы хотите на кого-то подавать в суд, то, пожалуйста, именно 16 октября не спешите это делать. Подождите еще пару дней, когда вскроются определенные моменты, недочеты, благодаря которым, возможно, перед вами появится вот та настоящая реальная картинка, и вы поймете, как дальше вам нужно действовать и в каком направлении вам нужно двигаться. Как вы видите, 16 октября достаточно двойственный день. По народным приметам это достаточно сложный день, потому что преобладают негативные энергии. Ну а с лунного календаря это достаточно мощный, сильный день, когда мы с вами можем использовать энергию себе во благо. Поэтому используйте, пожалуйста, этот прекрасный субботний день для себя, для проведения практик на привлечение удачи, на привлечение изобилия, богатства, благополучия. А с вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео.
обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Обязательно выбирайте тот видео, которое вам интересно, нажимайте и смотрите. Там много полезной, важной и нужной информации для вас. Приятного просмотра!